Изначально название манги, провожающее в последний путь Фрирен, должно было быть другим. Первоначальное название было куда более мрачным и устрашающим, но при этом всем оно как нельзя кстати подходило ко всей истории. Похороны Фрирен. С первого взгляда максимально непонятное и пугающее название, но именно оно раскрывает суть всего аниме как нельзя лучше. Поскольку все аниме началось именно в тот момент, когда Фрирен побывала на похоронах того, кого искренне всем сердцем любила. Многие, кто смотрели аниме, могли даже не заметить, сколько на самом деле автор заложил разных смыслов через персонажей или отдельных частей аниме. Каждая арка, показанная в аниме, имеет свою суть, философию и мораль. И видя настоящую суть аниме, можно понять, что само произведение куда глубже, чем вы думаете. Тут может поаплодировать целый кинематограф, имеющий в бюджете десятки миллионов долларов. А теперь ответьте мне на вопрос. Вы когда-нибудь хотели оставить свой след в истории этого мира? Стать известным ученым, политиком или актером? Оставить свой след в жизни и истории человечества, чтобы о вас вспомнили каждый день, изучали в школах и уважали? Автор Фрирен сделал историю так, чтобы увидеть, как твое наследие, которое изменило мир вдоль и поперек, меняется, погасает и умирает. В свое время вас считали святым, а спустя годы даже не помнили вашего имени. Это ведь статуя героя Гимеля? В детстве я до дыр зачитывал книжки, рассказывающие о его геройствах. А вот старики в нашей деревне про них почти ничего не говорили. И ведь действительно, и башню, и Бёзы, и дракона, да даже владыку. В нашей деревне их знали только по страшилкам. Что до них взрослым? Они просто отчаянно пытались выжить. Гимли является важным персонажем во всей вселенной аниме. Он своими руками собрал лучший отряд из возможных. Он посвятил более 10 лет одному путешествию, в течение которого оказал помощь множеству людей и целых деревень. Он не был скуп на отвагу и доброту, и всегда был готов помочь нуждающимся. Он победил владыку демонов, самого главного злодея, начав новую эпоху мира. После этого события все начали уважать и поклоняться Гимелю. Ему ставили памятники, приглашали в каждый город и ценили его вклад в каждое место, к которому он притронулся. И смотрите, какую закономерность я заметил. Гимель собрал свою команду как очередной авантюрист. Дальше по шествии истории будет множество воспоминаний из того приключения. И вот тут уже начинаются странности. Гимель — человек благородный, который действительно хотел улучшить мир. Им невероятно сильно двигала мотивация вписать себя в историю как великого воина и героя. Но вот интересное совпадение. Именно он и умер первым из своего отряда. А Гайтер прожил больше Гимеля на 20 лет, хотя у них разница в возрасте всего 1 год. Мне кажется, Гимель ушел счастливым. Даже не знаю. Обыграть по времени жизни Фрирен и Айзена невозможно, но вот в чем дело. Гайтер и не пытался прожить больше Гимеля, даже наоборот. Он вел максимально разгильдяйскую жизнь, вечно пил и порой перебарщивал. Он бросил это лишь когда стал слишком старым. Гайтер понимал, что его след в истории растопчут, поэтому и жил счастливым и веселым, не пытаясь сделать ненужное. Но даже с такой философией он прожил больше, чем Гимель. Я убежден, что автор сделал это намеренно, чтобы показать, насколько по-разному относились к жизни Гайтер и Гимель. Первый стремился оставить свой след в истории, а второй — нет. И судьба сыграла с Гимелем злую шутку. Он, желавший увековечить свое имя больше всех, ушел из жизни первым. Гимель, а почему ты всюду эти статуи возводишь? Ну, конечно, потому что хочу, чтобы нас все помнили. Наш век, Фрирен, в отличие от твоего, ужасно короток. Я очень хочу, чтобы в будущем ты никогда не оставалась одна. Мы никакая не сказка. Мы с ребятами и правда ходили по этой земле. Вся история аниме говорит одну мысль. Оставлять след в истории попросту нет смысла. В большинстве случаев мы не решаем, сколько нам жить. Смерть может стать внезапной. Гимель был самым известным человеком в их мире. Его уважали, ставили памятники и писали мемуары. В итоге, спустя жалких 30 лет после смерти, многие уже не знают, кому была посвящена та статуя. А если через 100 лет забудут даже такого важного человека, который спас все человечество, то почему им нужно запомнить тебя? И пока я делал это видео, я решил узнать информацию об авторе Фрирен. И, к моему удивлению, буквально кроме его имени, фамилии и маскота,
я ничего не узнал. Не находите это странным? Ты создатель популярнейшей работы в своей стране, да и в какой-то момент во всем мире, и при этом ты ведешь максимально скрытый образ жизни. Можно было бы предположить, что это сделано специально во избежание встреч с безумными фанатами. Но на самом деле так поступают абсолютно все мангаки. Таков менталитет у японцев. Они очень скромные ребята, которые по своей натуре не хотят сильно распространяться. В своих работах они выражают мысли, которые их волнуют. С помощью персонажей и сюжетных линий в аниме они пытаются донести до читателей то, что действительно важно и интересно им самим. Жить — это значит, что кто-то знает тебя и помнит о тебе. Отголоски жизни главной четверки и в особенности Гиммеля заключаются в том, что их вспоминают. Поклоняются и ценят их вклад в деревни и города. Со временем их жизнь смывается и забывается, и можно считать, что они умирают во второй раз. Так бы случилось, если бы в этом мире не жила Фрирен. Она эльф-долгожитель, и ее судьба провожать всех в мир иной. Провожающая в последний путь. Многие могли подумать, что название «Провожающая в последний путь Фрирен» говорит о врагах и злодеях, которых она убивала, но суть немного иначе. Она провожает в последний путь близких людей, которых она ценит. И да, врагов она тоже провожала. Аура, убей себя. Фрирен всегда несерьезно относилась к людским жизням. Она не считает их столь важными по отношению к своей, и это некое высокомерие вполне оправдано. Мы по сравнению с эльфами слишком мало живем. Не возьмешь ученицу. А ученика взять не думала? По-моему, в дороге тяжко без собеседника. Зачем тратить время зря? Что толку учить, если ученик быстро умрет? На ее месте я поступил бы абсолютно так же. Нет никакого резона учить человека, который будет учиться половину жизни, а затем умрет. Поэтому дружить с нами тяжело. Переживать вечные смерти – ощущения не из приятных, а найти друга эльфа в их мире – задача невозможная. Именно поэтому они все живут поодиночке. Фрирен была одной из таких, до момента похорон человека, которого она по-настоящему любила. На плечах Фрирен лежит огромная ноша – пережить смерть всех своих друзей. Первым важным погибшим человеком в ее жизни была наставница. Смерть Фламы ее травмировала до глубины души. Она поняла, что если она начнет общаться с людьми, то такое повторится. Поэтому на протяжении 1000 лет она не контактировала с людьми. Фрирен много видела и знала, и она не собиралась контактировать с людьми от слова совсем. А эта девушка ведь путешествовала с господином Гиммелем. Даже слезинки по нему не пустила. Бесчувственная. И максимально спонтанно и случайно именно Гиммель своей добротой и настойчивостью сподвиг Фрирен спустя сотни лет довериться людям, перешагнуть через свою травму и страх и попробовать нечто новое. Фрирен обрела настоящих друзей, которые были ей преданы и всегда были готовы поддержать. На протяжении всего путешествия она искренне радовалась, пробовала новую еду, помогала людям и убивала множество демонов. Фрирен впервые по-настоящему узнала, что такое дружба и любовь. Для нее это бесценный опыт, которого у нее не было сотни лет. За свою предыдущую жизнь она общалась с гораздо меньшим количеством людей, чем за этот короткий период времени. Гиммель привнес в жизнь Фрирен множество положительных моментов, изменив ее в лучшую сторону. Однажды ты совершишь одну страшную ошибку и возжелаешь узнать людей получше. Именно это произошло в первой серии. Десятилетнее путешествие подарило ей друзей, которых она после выполненной миссии кинула и ушла на 50 лет. Хотя она могла все это время прожить с ними. Как бы она ни относилась высокомерно к людям, она поняла, что дорожит каждым и жалеет о том, как мало времени провела с ним. И именно с этого момента ее жизнь начала по-настоящему меняться. Фрирен прожила больше 1000 лет. За это время менялись эпохи. Маленькие села превращались в города, менялись демоны и магия. В конце концов, даже многие люди не понимали, что общаются с той самой Фрирен, которая победила короля демонов. Но, как ни странно, за всю свою 1000-летнюю жизнь Фрирен помнит отчетливо лишь 2 отрезка времени. Время, проведенное с Фламой, которая обучала ее магии, спасла от демонов, познакомила с архимагом Зери. И второй отрезок времени — 10-летнее путешествие вместе с 3 друзьями, которые в конечном итоге победили владыку демонов. Это 2 промежутка времени, где она решила рискнуть, понимая, что все, кого она сейчас видит, умрут. Это показывает, насколько она не двигалась по жизни, считая, что времени в запасе и всегда можно все делать медленно. В своей деревне она не занималась ничем примечательным. Именно горе, которое пришло в ее деревню, заставило ее меняться, начать двигаться.
А вместе с горем нашелся лучик света, который смог помочь найти Фрирен новый смысл жизни. И тут один вопрос мне долгое время не давал покоя. Фрирен 1000 лет жила одна. Чем она занималась все это время? Большую часть времени она странствовала и коллекционировала заклинания. Это было ее главным хобби, но зачем? Фрирен же использует в битве только базовые заклинания, ей этого достаточно. И Ферн ту же самую она учила только базовым заклинаниям. Тогда зачем вообще она их коллекционирует? И вот тут есть то, чего вы могли не заметить. Она собирает заклинания, потому что они помогают ей сохранить память. Каждое заклятие вызывает у нее определенные воспоминания. Однако, несмотря на это, у Фрирен есть свое любимое заклинание, которое не входит в список тех, о которых я говорил ранее. Поле цветов. Хоть это заклинание по сути своей бесполезное, его даже в бою нельзя никак использовать, зато именно оно любимое у Фрирен. Именно это заклинание ассоциируется у нее с двумя самыми важными людьми в ее жизни. Само же заклинание было любимым у учительницы Фламы, которая и передала это заклинание по наследству Фрирен. Знакомство Гиммеля и Фрирен произошло именно через него. В будущем все друзья Фрирен оценят само заклинание, а потом это же заклятие она покажет Ферн. В итоге, казалось бы, неэпичное и неэффективное заклинание держит память об учительнице Фламы и Гиммеле. Таким образом, Фрирен подвязала два самых важных человека в ее жизни в одно заклинание. Фрирен, дорожи любыми знакомствами. Я говорил, что нет смысла стремиться оставить свой след в истории, так как его все равно забудут, и мы окажемся лишь строчками в старой книге. К сожалению, это суровая правда, с которой необходимо смириться и строить свою жизнь по-другому. Но из понимания того, что жизнь конечна, следует не только то, что бессмысленно оставлять след в истории. Это также означает, что у каждого из нас очень мало времени. Время — это действительно ограниченный ресурс. И многие из нас ощущают, что жизнь будет длиться вечно, но это не так. В большинстве случаев наш запас времени составляет примерно 30 тысяч дней. Из них 40% мы будем спать, еще 20% оставляйте на еду и 10% на ежедневную рутину. И после этого остается всего пара тысяч дней. И как раз это то время, где мы что-то делаем. Время очень быстротечно. В связи с этим возникает вопрос: какой смысл бездействовать и не рисковать, если в итоге мы все умрем? Чтобы раскрыть эту мысль, была добавлена отдельная сюжетная линия с персонажем Зайном. Это человек, которому 25 лет, у него вся жизнь впереди, но он отказывается что-либо делать. Он словно олицетворяет фразу: люди умирают в 25 лет, но ложатся в могилу в 70. Скорее всего, Зайн — это ты. Он на самом деле умер, даже не повидав жизнь. Хотя он, как и все в детстве, думал о том, как он с другом будет странствовать по миру, побеждать демонов и занесет свое имя в историю этого мира. И тут в его жизнь врывается Фрирен. Она постаралась любыми усилиями вытащить его из порочного круга. Она провела абсолютно такую же жизнь, потратив 100 лет. А Зайн человек и умрет здесь, в этой маленькой никому неизвестной деревушке. Фрирен помогла ему, несмотря на огромное сопротивление. История Зайна закончилась, и сначала я не мог понять, зачем нужна была эта арка. Зачем развивать персонажа, который потом уйдет в неизвестность? Его арка была оставлена открытой не случайно. Он словно феникс, восстал из пепла и снова встал на ноги, начав реализовывать свои мечты. Эта арка создана для того, чтобы показать зрителю, что нет смысла просто так сидеть без дела. Время ограничено, и мы буквально отравляем и забиваем его мусором, который даже и не вспомним через год. Ты можешь завтра выйти из дома, и тебя собьет машина. И ты так и не признаешься тому, кто тебе нравится. Не выполнишь цели, которые оттягиваешь. Случайно умрешь, даже не сделая то, что хотел. Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. И это я разобрал одну арку аниме. Абсолютно каждая ветвь имеет в себе смысл, завязанный на времени. Например, в аниме есть буквально противоположный пример Зайна. Это Денкин. Персонаж, который в мире Фрирен добился абсолютно всего. Ему 78 лет, он имперский маг, имеющий власть, деньги и вообще все, что потребовать может обычный человек. И, казалось бы, можно жить припеваючи и ничего не делать. За всю жизнь наработал то, чего большинство просто не достигает.
но ему этого было мало. Изначально у него не было богатств и даже стремления их получить. Это случилось лишь тогда, когда из-за слабого состояния своей жены Дэнкин стал магом в имперской армии и пытался обрести власть и влияние в надежде спасти ей жизнь. Но она скончалась прежде, чем он смог это сделать. Сейчас Дэнкину почти 80 лет, и он до сих пор пытается развиваться, и будет этим заниматься до отказа тела. Он полная противоположность Сайна. Если взглянуть издалека, то каждая арка во Фрирен имеет свой смысл, который по-новому раскрывает аниме. Госпожа, как получите грамоту, что вы маг первого ранга, сможем отправиться на Северное плато. Что-то я сильно сомневаюсь, что мне уж так нужна эта бумажка. Все равно она быстро станет бесполезной. Наша жизнь строится на множестве ненужных ритуалов. Мы придаем значение тому, что на самом деле не имеет никакого веса. И такие вещи не понимает Фрирен. Люди почему-то обязаны ходить в магическую школу для обучения магии, хотя всю историю человечества люди изучали магию без всяких книг и владели им в совершенстве. Многие стрессуют и переживают не сдать придуманный людьми же экзамен, и реально останавливаются в прогрессе, если его не проходят. Фрирен же абсолютно плевать на эти надстройки общества. Представьте, как смешно. Все знают волшебницу из отряда героя, которая одолела владыку демонов. И ей нужно, как и всем, доказывать с помощью экзамена, что она сильный маг. Это выглядит как несмешная шутка. Ее буквально принуждают это сделать. А в этот раз она согласилась получить документы ради того, чтобы пройти через магический барьер. Не более. Также Фрирен недолюбливает все бумажные удостоверения из-за их ненужности даже для самих людей. Никакая бумажка не поможет тебе убить сильного демона, а упорство над своим делом сможет. Все документы лишь временны. Они всегда изменяются, переписываются, а иногда и просто становятся бесполезными через время. Документы созданы не для того, чтобы доказать, что ты что-то умеешь, а чтобы аристократы могли знать точное число тех, кто что-то понимает. На месте Фрирен никто бы не хотел за свою жизнь подтверждать 50 раз, что ты маг, проходя через долгие экзамены. В аниме заложена одна интересная мысль. В их мире есть эльфы, демоны и многие другие расы. И как-то люди по отношению ко всем выглядят слабо и никчемно. С одной стороны это так, но чтобы перевернуть ваше мнение, я могу рассказать лишь один пример. Был такой персонаж Квал. Его нам описывали как демонического старшего мудреца, который служил королю демонов. Он был настолько могущественным, что его боялись даже демоны. Квал был одним из самых выдающихся колдунов среди армии короля демонов. В своем регионе он убил 40% авантюристов и 70% колдунов. Он был настолько сильным, что даже отряд Гиммеля не смог победить его. Именно поэтому Фрирен его запечатала. Он создал свою личную магию убийства. Это было первое проникающее заклинание, которое смогло преодолеть всю магическую защиту человечества того времени. И после его запечатывания человечеству потребовалось 80 лет, чтобы полностью разобраться в работе этого заклинания, которое в будущем назвали Зальтрак. Как долго я здесь спал? 80 лет. Жалкие 80 лет. Жалкие для нас с тобой. Кваль, твоя магия оказалась слишком сильна. Собрались маги со всего материка. Они разобрали Зальтрак на составляющие и тщательно изучили. Сейчас его называют базовым атакующим заклинанием. Как я поняла, 80 лет для людей пропасть. И эта маленькая сцена, которой уделено 5 минут, раскрывает важнейший аспект всего аниме. Люди по отношению к эльфам или демонам действительно слабы. У нас нет сильной регенерации, мы не можем жить века, и наши силы откровенно слабые по отношению к тому, что дает нам природа. Но вот какая закономерность из этого исходит. Человечество выбрало путь жизни через перерождение, вечное рождение новых и новых людей. И это наша сильная сторона по отношению к тем же эльфам, которые могут размножаться, но при этом это их не сильно интересует. Человечество из года в год хочет двигаться, стремиться к лучшему. И хоть у нас нет долголетия, как у эльфов, или силы, как у демонов, мы сильнее всех хотим развиваться. Именно поэтому, пока эльфы за столетия делают практически ничего, люди отстраивают из деревень целые города, создают то, чего не должно было появиться. И именно поэтому, казалось бы, прожившая столько лет Фрирен говорит еще более влиятельному эльфу Зери, что люди догнали их по силе, и теперь началась их эпоха. Наверное, собираешься и моей ученице Ферн дать отворот-поворот. Но едва ли это получится. Вот увидишь, она превзойдет твои ожидания. Поймешь, что наступила эпоха людей. А теперь я хотел бы поговорить с вами искренне. На протяжении всего этого видео я прокидывал пару раз одну главную мысль, из-за которой в целом и появилось это видео.
Фрирен объективно необычный персонаж. Фрирен эльф. Она смотрит на все вещи по-другому. Она очень спокойный персонаж, который очень редко показывает эмоции. Но знали ли вы, что она все аниме нам врала? И на этом вранье строился сюжет все это время. Давайте так. Гиммель действительно любил Фрирен в романтическом плане. Это оспаривать невозможно. У него было предвзятое отношение к Фрирен. По отношению ко всему отряду. Это все понимали, и у них не было вопросов. Гайтер и Айзен понимали, что есть что-то особенное между Фрирен и Гиммелем. Поэтому они не мешали и наблюдали со стороны. Как раз их отношения они и обсуждали в своих письмах на протяжении многих лет. За 10 лет путешествий заметить это было невозможно. Да сказка это для детей. Тем более, что видеть Гиммеля я сейчас не хочу. Ты какую магию не возьми, вся начиналась как сказочки. Да и разве ты не хочешь узнать бывшего товарища? Поэтому я с Гайтером все заранее обсудил. Мы с ним понимали, что ты жалеешь о Гиммеле, и поэтому хотели помочь. Я молчу про момент, где Гиммель буквально покупает Фрирен кольцо, которое ей надевает на палец. Это слишком жирный намек. На похоронах 30 лет назад ты пожалела, что не пыталась узнать его получше. Эти слова, Гиммель, должен услышать лично от тебя. И теперь представьте момент. Вы на протяжении 10 лет бок о бок рисковали жизнью, дружили до максимальной степени, победили самого владыку демонов в конце концов. И тут ваша любовница говорит: ну, все, бывайте, увидимся через 50 лет. Ну все, мне пора идти. Чем теперь хочешь заняться? Продолжу собирать заклинания. Думаю, следующие 100 лет буду в Срединных землях. Думаю, вам не нужно объяснять, что для нас 50 лет это чуть-чуть как половина жизни, если не больше. И перекладывая эту ситуацию на себя, я бы тоже ощутил довольно странные эмоции. Как будто тебя кинул самый важный человек в твоей жизни на пустом месте. И Фрирен это сделала не специально, это просто ее стиль жизни. Она не собиралась никого обижать, ведь даже эти 50 лет она занималась разной ненужной фигней. Я и сама своих сородичей встречала всего несколько раз. Мы, конечно, довольно долго живем, но при этом лишены любовного влечения и жажды продолжения рода. Это неправда. Она нас обманула. Эльфы действительно ощущают мир иначе, чем люди. Это мы уже с вами разобрали. Возможно, даже здесь она сказала правду, но лишь потому, что не понимала на самом деле, что любит Гиммеля. Да, оно не такое бурное и вездесущее, как у людей, но оно у нее есть. Фрирен плакала лишь раз на похоронах Гиммеля. При этом, когда умер, казалось бы, такой же по важности человек, как Гайтер, такого не случилось. При смерти Гиммеля она поняла, что она врала насчет любви даже самой себе. Почти все обсуждают значимость времени во Фрирен, но по сути это не могло иметь какого-либо смысла без одной важной детали. А какой вообще смысл аниме, провожающее в последний путь Фрирен? По сути, все эти маленькие истории, объясняющие ценность времени, связаны с одной целью, которую должна совершить Фрирен. Главная цель всего путешествия отряда Фрирен — это поговорить с тем, кого уже нет живых, с Гиммелем. И с первого взгляда все вполне логично. Фрирен жалеет о том, что не прожила больше времени с Гиммелем, и поэтому она хочет с ним пообщаться хотя бы таким способом. Но навряд ли Фрирен готова была совершить такой огромный путь, который пройдут ее человеческие спутники, которые потратят драгоценные годы своей жизни. Так и еще главная загвоздка в том, что этот вариант даже не стопроцентный. Может случиться ситуация, что того самого способа поговорить с мертвым просто не будет. Навряд ли бы Фрирен такое затеяла, если бы она Гиммеля не любила по-настоящему, в романтическом плане. Это может звучать довольно бредово, но чем больше фактов в копилку этой мысли я находил, тем больше эта мысль превращалась в правду прямо у меня на глазах. Гиммель ее любил, это понятно, но как понять, что Фрирен любила Гиммеля в романтическом плане? И тут вступают в силу визуальные намеки автора. Фрирен и Ферн отправились в лес, в котором живет сильный дух. Его главная фишка заключалась в том, что под маской самого близкого тебе человека он пудрил тебе разум, в конечном счете убивая. И попав под этот эффект, Ферн увидела старого Гайтера, а Фрирен — Гиммеля. Гиммеля! Появляется вопрос, почему не Фламме? Типа, это буквально главный в ее жизни человек, который внес кучу пользы, перевернув жизнь и дав ей смысл. Но при этом для Фрирен самый главный человек — это Гиммель, с которым она просто ходила по миру 10 лет. Связь улавливаете? Такой исход может быть только по той причине, что она его поистине любит.
а его важность настолько сильная, что может перебить даже весь вклад Фламмы. Фрирен всегда искала возможность поговорить с Гиммелем. Когда Гайтер и Фрирен встретились в последний раз, Гайтер попросил ее расшифровать книгу, в которой могло быть заклинание, способное воскрешать мертвых. Фрирен согласилась только потому, что был шанс снова увидеться с Гиммелем. История построена так, что она начинается именно со смерти Гиммеля. Это и есть настоящий старт всей истории. Фрирен на протяжении всей жизни с Гиммелем не ценила то время, которое с ним проводила. Поначалу я не мог понять, как так вышло, что она просто отрицала эмоции всю жизнь. Но как только утратила источник любви, начала жалеть. Бред какой-то. А потом, когда я сел за этот сценарий, я понял, что это вполне жизненная история для каждого человека, который просто не ценил то, что имел. И тут то же самое с Фрирен. Она не ценила время, проведенное с Гиммелем. Просто не думала даже об этом. Но после того, как она увидела гроб с мертвым телом, она все поняла. Я прекрасно понимала, как коротка человеческая жизнь. Так почему же? Почему я не попыталась узнать его? Мы как зрители наблюдаем за всей историей от глаз Фрирен. Именно поэтому аниме начинается со смерти Гиммеля. Именно поэтому каждая серия начинается с маленького оглавления, сколько лет прошло с его смерти. Она не забыла. Она помнит и будет помнить. И если пересматривать аниме под этой призмой, можно заметить тонны моментов, которые показывают, насколько Фрирен любит Гиммеля. Эта любовь была взаимной. Отдельно чего стоят моменты, где Фрирен крутит кольцо, подаренное Гиммелем, и как она грустила, когда его потеряла. Кстати, это кольцо фигурировало за много серий до его раскрытия, показывая, насколько Фрирен ценила этот подарок. И знаете, что в этой ситуации самое необычное? Абсолютно всю ситуацию с романтической любовью Фрирен и потерей Гиммеля предсказал один персонаж, который даже никогда и не знал, кто такой Гиммель. Это Фламмы. Уж больше 1000 лет минуло, а я все так же пляшу у вас на ладони, наставница. Она долгое время учила Фрирен не только магии, но и общению с людьми. За это время Фламмы полностью поняла натуру и личность Фрирен. И как же веточка сохранит ваш дом? Ты ее не принижай. Со временем она вырастет. А потому будет хоть 1000 лет хранить это место. Только вы до тех пор не доживете. Зато ты не умрешь. Однажды ты совершишь одну страшную ошибку и возжелаешь узнать людей получше. Мне о жизни вас расспрашивать, как ребенок? Нет, конечно. Возвращайся сюда, когда захочешь познать людей. Я тебе помогу. И та самая Фламма, жившая 1000 лет тому назад, предсказала тот момент, когда Фрирен влюбится в кого-то, не поймет, а затем пожалеет. И на такой случай у Фламмы уже тогда было решение. Именно поэтому она посадила дерево, в котором спрятала книгу лично для Фрирен, в которой описывалось, как можно поговорить с мертвым человеком. Уже тогда она понимала, что Фрирен захочет поговорить не с Фламмой, а с возлюбленным человеком. Гиммель — это тот самый человек, который открыл для Фрирен главный смысл жизни — глубокие человеческие взаимоотношения. Именно из-за Гиммеля она пошла в это путешествие. История, провожающая в последний путь Фрирен, это путь великой любви, которую она не ценила раньше и теперь сожалеет об этом. По пути истории автор раскрывает множество философских смыслов, и свой ответ на эти вопросы Канехита Ямада заложил здесь, в истории под названием Фрирен.